Приветствую на канале Русолог. Сейчас хочу с вами обсудить одну важную вещь. Есть представление о том, что наша власть достаточно непрофессиональная, и в основном это жулики и воры. Кстати, вот этот термин «жулики и воры» — это когда придумал Навальный. Мы проводили в свое время в 2012 году фокус-группы, и там было показано, как если по КПРФ много негативных различных слов есть, да, и в этом смысле негатив размазан, то в отношении «Единой России» это сфокусированный был негатив. То есть партия жуликов и воров – это была информационная кампания, чтобы весь разнородный негатив сфокусировать только вот на это жулики и воры. То есть ты имеешь в виду, что люди на фокус-группу про КПРФ говорили разные слова, да, негативные, а по поводу «Единой России» только в основном использовалась фраза «жулики и воры», правильно? Да, потому что распространение на фокус-группах разных негативных слов было больше. Мы там проводили 8 фокус-групп, это как раз были тоже митинги еще в одном городе. Вот, и мы проводили 8 фокус-групп, и получается, что разнообразия в КПРФ много, а разнообразие слов и вот максимального разнообразия негативных в адрес «Единой России» было очень низким. И оно было сфокусировано в основном жулики и воры. То есть ребята, это говорит о том, что ребята работали над тем, чтобы сфокусировать негатив вот в эти два слова. Причем, это очень блатные слова, потому что грань между жуликом и вором, это какие-то должны быть люди, которые изучают жаргон и вот этот криминальный блатной мир, чтобы понять, в чем жулик отличается от вора. Но в итоге они сработали достаточно профессионально, потому что это как клеймо закрепилось за этой партией. Да, да. Ну и причем это же тавтология, вы понимаете, что вот это само словосочетание, это же тавтология. Ну как жулик и вор, в чем отличие? Но я говорю только вот какие-нибудь ребята, которые связаны с этим миром, живут в этом мире, они, наверное, могут сказать, что вор это то-то, то-то, а жулик это то-то, то-то. А так для обычного человека, для меня, например, я разницы не знаю между жуликом и вором. Точно? Ну, точно. Хотя как бы тоже интересно изучать различные субкультуры. Вот. Это я к чему? Что в массовом сознании есть представление о том, что мы нация, которой управляют не очень профессиональные люди. По некоторым фразам, я просто хочу разобрать некоторые фразы руководителей нашей страны, да, которая, возможно, для меня, по крайней мере, показывает совершенно обратную историю. Ну, например, я не знаю, лет 5 или 10 назад Сурков сказал: всегда говори, что думаешь, и никогда, что знаешь. Ну, во-первых, Сурков это был куратор внутренней политики в свое время, там, с 2004 по 2010 год, по-моему. А вот эта фраза «всегда говори, что думаешь, и никогда, что знаешь» — это вообще должно быть кредо для аналитиков. То есть любой аналитик, который выступает публично или который рассказывает что-то, он им должен в деловой беседе там, ну или еще где-то, он должен принимать это утверждение, потому что это его спасает от распространения какой-либо информации инсайдерской. Или можно нарваться на серьезные штрафы, если сказать то, что знаешь, как аналитик, по поводу того, что нужно публично. То есть если ты публично выскажешь, что знаешь, и это не законтрактовано, или должны быть расписки и так далее, то это может иметь серьезные последствия. Ну вот, например, мы проводили исследования, и когда решили опубликовать и провести пресс-конференцию по критериям идеального депутата, для того, чтобы нам сделать публично это все, мы вот с нашими прошлыми коллегами там, или заказчиками месяц согласовывали договор о расторжении контракта, чтобы каждый пункт, который указан в контракте, был исполнен, и что у нас там нет друг к другу претензий. Для того, чтобы мы вот эту информацию, которую опубликовали, можете посмотреть, ссылка в описании под роликом, была публична. Вот. Следующую фразу, которую я хотел бы обсудить, по-моему, сказал Шувалов, бывший вице-премьер. Он сказал: те, кто слушает, тот слушается.
Вот, казалось бы, такая простая вещь, такая простая фраза, но она очень четко характеризует его глубокое понимание наших отношений в обществе, наших деловых отношений. Это, понимаете, это как социальная философия. Ну или вот он как будто такой ученый сидит, но он не пишет там тома каких-то сложного текста, а просто двумя фразами он определяет, как устроены наши отношения. Это не из древней философии какие-то глубокие, там, выдержанные цитаты там, Сократа или еще кого-то, а это здесь и сейчас фраза. То есть до него я нигде эту фразу не слышал. Однажды на одном из форумов Белоусов, это сейчас вице-премьер, а был помощником президента, сказал, что... Который Андрей Ремович. Да. Он сказал, что политическая ответственность за этими изменениями лежит на губернаторах. Это было что-то связано с инвестициями, я сейчас не помню, или там развитие малого бизнеса и так далее. Но сама эта фраза – это четкий сигнал и очень ясный сигнал региональной власти. Кто будет отвечать и за что будет отвечать в реализации какой-либо программы. Вы можете посмотреть еще интервью Хуснуллина. Марат Хуснуллин, вот там, где он просто беседует, он в машине едет и дает интервью «Россия-1», как человек четко и предметно обсуждает там условно дорогу Казань-Челябинск. Сколько километров, там какую дорогу нужно поставить и так далее. И он это говорит, это все с колес так называемое. То есть он дает много цифр, но это цифры спонтанные. Видно, что человек не по бумажке готовится. То есть он настолько погружен в предмет и настолько четко может все аргументированно сказать, что... Можете сейчас прикинуть, сколько вот это добавленное кольцо Тюмень-Челябинск и закольцевать на Екатеринбург будет стоить и сколько будет строиться? Значит, 308 километров до Тюмени, если мне память не изменяет. По-моему, 220-240 километров до Челябинска. И примерно еще 80 километров надо закольцевать кольцо в Екатеринбурге, которое южная часть по поручению президента мы вместо 23 года в 22 году хотим закончить. Но и закольцовки еще 80 километров. По моим ощущениям, все вместе это дает где-то под 500 километров дороги. Я послушал его интервью, там было 20 минут, и прям воодушевился той динамикой изменения, которая сейчас будет в России, и у меня, как сказать, отлегло сердце от Москвы, что такого жесткого изменения, когда он был здесь вице-мэром, уже не будет. Можем 10 лет понаблюдать Москву не такой серьезно изменяемой. Вопрос, почему тогда так живем-то не очень? По поводу оценки жизни не очень, это, мне тоже кажется, сформированное СМИ мнение. Не очень по отношению с кем? С Швейцарией, Норвегией? Возможно. А если мы возьмем Индию? А если мы возьмем те страны, где люди реально, то есть выживают, они борются за чистую воду. Просто поймите, да вот нам кажется, что там, подумаешь, 10 миллионов детей не имеют чистой питьевой воды. Это же просто статистика, это же ни о чем. Это здесь мы выбираем между каким кофе попить там, или мы плохо живем, но у всех есть доступ к интернету, и все через сеть это говорят, как они плохо живут. А то, что реально есть люди, и они среди нас, они в принципе такие же, как мы, ребенки, которые думают о том, чтобы просто физически прожить, это не доходит. Просто вот нам кажется, что я не знаю, что в России стоит борьба на уровне физического выживания каждый день. А в других странах, да, это не Швейцария, не Норвегия, но это такие же люди, да, может это Африка, да, там стоит борьба выживания каждый день физического, в том числе и потому, что могут приехать бандиты из другого племени и вырезать всю деревню. Это Африка. Просто. Потому что, здесь кому-то не нравится, что нет свободы, а там люди живут на уровне, нет минимальной безопасности своей жизни. Поэтому, это вообще отдельная тема наших отношений, но в целом... Такой вопрос, как именно к социологу. Если говорить, что в руководящей должности во власти занимают очень профессиональные люди, да, очень компетентные, думающие,
почему в социологических опросах, которые проводят там крупные, да, социологические центры, все время спрашивают население только о доверии? Почему интересно знать только доверие? Доверие – это же достаточно субъективный и такой критерий, который может относиться не… То есть доверять могут не обязательно суперпрофессионалам, да? Почему все время не спрашивать, насколько люди оценят профессионализм тех людей, которые у нас стоят у рычагов властных? Ну, во-первых, есть публичная социология, а есть непубличная социология, да, и по всем важным вопросам проводятся, как правило, социологические исследования. И достаточно оперативно проводят фокус-группы, телефонные опросы и так далее. То есть на каждое решение, которое принимает власть на уровне министра, Государственной Думы, приводит, если это важное решение, то здесь проводятся какие-либо исследования, только их не публикуют. Дальше. Критерий доверия, он понятен всему населению. И его публикуют, он становится публичным. Потому что, как правило, населению вообще не интересны данные социологические. А то, что есть, нужна интерпретация этих данных. В основном данные интерпретируют журналисты, лидеры общественного мнения. Причем, так как мы знаем, что, скажем так, часто бывает, что журналисты, как правило, придерживаются одной позиции или принадлежат к определенным финансово-промышленным группам, они транслируют ту позицию, которую нужно транслировать. То есть, или так, есть пророссийские журналисты, да, а есть оппозиция, оппозиционные журналисты. И одни и те же цифры, допустим, доверие Путину 47%. Соловьев будет говорить, что вот, здорово, вы видите, какое мощное доверие, а в других странах вообще этого доверия практически на нуле, и непонятно, как там складываются отношения с властью. А тот же Венедиктов, оппозиционный, да, какой-нибудь журналист, будет говорить, что все, мы пришли к этому доверию, это значит мордор, значит нет свободы слова и так далее. Одни и те же цифры могут интерпретировать по-разному. И это не значит, что виноваты цифры. Но и каждый из интерпретаторов, что скажет? Скажет, знаем мы этих социологов. Они, если цифры не соотносятся с той позицией, с тем представлением, которое есть у оппозиционных журналистов или у пророссийских журналистов, они скажут, знаем мы вашу социологию. То есть они бьют по основанию социологических исследований. И в этом смысле складывается образ, скажем так, достаточно невысокого доверия к результатам социологических опросов. Хорошо. Вопрос тогда такой. Вот за «Единой Россией» закрепилось клише партии жуликов и воров, да? Но если действительно... И это хорошо сработано, предположим, какая-то там, пиар-компания была, да? Почему, если во власти действительно компетентные профессиональные люди, почему не делать какие-то такие же пиар, использовать какие-то пиар-технологии, чтобы показывать, насколько эти люди компетентны действительно, а не только как другие какие-то оппозиционные, журналисты, блогеры подлавливают их на каких-то наоборот, неприятных моментах. Почему наш какой-то государственный аппарат наш не работает и не показывает действительно, насколько это умные люди, насколько они думающие, компетентные? Это в стене остается. Хорошо. Во-первых, с негативной информацией проще работать. Если мы говорим какой-то негатив, то он распространяется еще естественным образом. Соответственно, вливать ресурсы на негативную информацию проще. И эффекта больше будет, если мы работаем с негативом. Это, с другой стороны. А с нашей стороны, во-первых, нет такого серьезного отношения к гуманитарному знанию, как это есть на Западе. Соответственно, ресурсов на пропаганду или на альтернативное мнение тратится в разы меньше. И плюс здесь нужно понимать квалификацию. Мы реально в гуманитарном знании отстаем, но, скажем так, не дотягиваем до той квалификации, которая есть на Западе, до тех разводов, которые они могут делать и так далее. И в этом смысле... Квалификация пиар-служб? Да, пресс-служба. Допустим, вы же смотрите постоянно за королевской семьей в Англии. Я? Да. Смотрю. Вот. И там на каждого принца есть свой пиарщик.
своя пресс-служба, и они грамотно отрабатывают. И кажется, что все их действия настолько естественны, что создается ареал вот этой, ну, скажем так, условно, святости этой королевской власти, да, ну, морального авторитета этой власти. И контент распространяется еще и естественно. И, в принципе, они, хотя это тоже элита, смогли создать позитивный образ такой династии, которая у власти там уже 50 лет. Ну, даже, ну, сейчас они говорят формальной власти, но тем не менее. А теперь давайте возьмем нашего руководителя какого-нибудь из истории. Петр I, убийца, там, Иван Грозный, да, сажал на кол. Николай II, слабый, Сталин, диктатор. То есть у нас такое сформировано мнение, вот даже через исторических личностей, наших руководителей и так далее, что, ну, в принципе, там, ну, если был еще нормальный Александр III, и то, потому что про него мало знают, и то, если это либеральная история, то скажут, что нет, диктатор вообще, хотя ни одной войны не было. Глупенький. Вот, на Медне он представил Александра III как глупого царя по отношению к Европе. Хотя все было гораздо сложнее и интереснее. Это первый момент. Второй момент. То, что у нас такое отношение, ну, скажем, к власти, это еще нормально. Потому что нет стадии полного непринятия власти. Это достаточно лояльное, нормальное отношение к власти. Да, много негатива есть в СМИ, но в целом это нормальная еще история. Как ты считаешь, попадают ли в высшие руководящие должности, на высшие руководящие должности самые профессиональные, компетентные и умные люди? Но сделаем такой немножко манипуляцию цифрами. Ну, смотрите. Это просто моя идея такая, она творческая, возможно, полностью неправильная, но я друзьям рассказывал, было интересно. Смотрите, России, русских, ну, россиян, в мире живет чуть меньше 2%. Да? Ну, примерно это 140 миллионов, в мире там, 8 миллиардов. У нас 2% живет нас. Если мы берем вообще всех людей, которые есть в мире, по уровню влиятельности, Путин точно в пятерке самых влиятельных людей в мире. Ну, хорошо, могут спорить, в десятке точно самых влиятельных людей в мире. То есть, это шаманство, да? Условно, рейтинг Путина в мире 10%. В мире, как по влиятельности. А представительство нашей нации 2%. Вот Путин, один Путин, получается, он выше тянет нашу нацию в мировом масштабе. Лично он, его личный бренд выше, чем наше количество нашей нации в мире. Хорошо, спускаемся на уровень не международный, а наш местный, так скажем, государственный, в рамках, в пределах нашей страны. Еще раз повторяю вопрос, насколько ты считаешь, что во власть попадают самые компетентные люди? Да, если мы говорим про федеральную власть, идет естественный отбор. То есть в крупные компании, руководящие должности попадают специалисты более ответственные. Ну, везде, вот как если мы берем экономические отношения и берем государственные отношения, да, то чем выше уровень власти, тем качество более профессионального человека. Чем ниже уровень власти, так же, как и берем другое предприятие. Ну, допустим, есть слесари на предприятии, у меня есть инсайдерская информация, что, или водителей берем, что это очень сложные отношения выстраиваются с этими ребятами. Очень сложные. И если бы эти ребята работали в другой сфере, даже на госслужбе, не факт, что страна лучше управлялась бы. То есть в целом, если мы говорим в целом про качество нас как работников, оно несерьезно отличается, а возможно у нас примерно... Вот это уровень, это наш профессионализм просто. То, что есть во власти, что есть не во власти, что есть в общепите и так далее. Это просто качество нашей работы. Производительность труда, как хотите назвать, отношение к труду, к ее результатам. Да, вот так. Хорошо, помимо Путина, если не брать президента, кого ты сейчас считаешь интересным профессионалом, с которым интересно следить, в органах высшего государственного управления? Вот мне кажется, если первую десятку по статусу взять, там если по протоколу первая десятка у управленцев страны, за всеми ними интересно следить. Но, допустим, берем того же Мишустина, он по регионам как ездит, можно посмотреть Белоусов, Хуснуллин, кто наиболее медийные, да, в правительстве, если мы берем правительство. Потом в администрации президента, если есть медийные, за ними тоже интересно
смотреть, но сейчас, как правило, нет. Прошлое в Госдуме Володин и отношения Володина-Жириновского, особенно когда они начинают что-то обсуждать, несколько пластов знания идет, но это просто интересно, это в плане переговоров. И в целом, ну, скажем так, есть люди, ну, просто которым интересно слушать их информацию, то, как они видят этот мир. Ну, интересно слушать многих людей. Да, но я назвал, я же перечислил. Почему женщин нет? Где женщины? Будут женщины? Нет, Матвиенко. Когда она беседует, кого-то разносит, там, если посмотреть, ну, это тоже интересно послушать. И так, я просто на Ливадийском форуме, она как-то приезжала, но была она и, по-моему, министр просвещения. Вот по статусу видно, что главный человек, который был на этом форуме, это Матвиенко. Ты считаешь ее профессионал? Как политика для Совета Федерации, ну, понимаете, что, как можно оценить этого председателя Совета Федерации, профессионал он или нет? Но то, как она ведет вот эти совещания, или когда ей приходят на доклад, понятно, что, ну, скажем так, мне кажется, исполнительная власть, когда ведет к ней на доклад, они немножко потеют. В том смысле, что вопросы жесткие, профессиональные, из регионов прилетают такие нормальные вопросы, на которые нужно спонтанно подготовиться и ответить. То есть это... И не факт, что... Там же, понимаете, скажем так, разные отношения, и не факт, что если она критикует, то это не будет последствий для должности министра того же самого. Для него лично не будет последствий, он может уйти в отставку. То есть это не все так однозначно. Хорошо, посмотрим Матвиенко. Да. В заключение хотел бы сказать, что в принципе можно на разном уровне смотреть и относиться к власти. Можно смотреть на уровне «все украли, все пропало», и вот там кто-то единственный как-то все прорывается. Можно смотреть на уровне более позитивном. И с такой же шкалой говорят, но здесь поступили менее профессионально, здесь нужно было доработать и так далее. В принципе, ничего не изменится, кроме вашего отношения к происходящему. Вот и все. И также будет немножко разбита дорога или также не будет приходить маршрут, но отношение к этому будет более позитивным. Поэтому, ребята, счастливо, подписывайтесь на наш канал, встретимся в следующем ролике.